Осенние, зимние и весенние сезоны остались позади, и теперь нас с вами, друзья, ожидают летние сериалы. В этом году летний сезон стартует позже обычного, а причиной тому, скорее всего, стало позднее завершение основного сезона. В последние годы производство турецких сериалов, ориентированное на летний сезон, увеличилось, и в этом году собралось их немало. Мы с вами рассмотрим все 12 летних проектов. Прежде чем продолжить, прошу вас не забывать подписываться на канал и отмечать видео лайком. Это помогает продвигать видео и активность канала. Первый долгожданный проект под названием «Я çok seversin» – «Если сильно полюбишь». 6 июля состоялась долгожданная премьера. Керем Бюрсин вернулся на экраны с новым летним проектом. Партнером Керема стала актриса Хавсанур Санджак-Тутан. Картина расскажет нам о старшем сыне владельца крупнейшей корпорации. Несмотря на то, что его родители развелись много лет назад, этот молодой мужчина прекрасно знает о том, что главный наследник именно он. Только он и не догадывался о том, что вместе с фирмой к нему придут и новые проблемы. В своем завещании его отец прописал, что старший сын теперь должен заняться воспитанием своих сводных братьев. Проблема в том, что главный герой не привык обременять себя какими-либо обязательствами. Именно поэтому он нанимает для своих маленьких родственников няню. Легкий типичный летний сериал, ни к чему не обязывающий, советую к просмотру, друзья. Следующий проект под названием «Dönence» – «Тропики». Молодежный проект стартовал 4 июля. Главную мужскую роль играет Джанер Топчу. Его напарницей стала Сумея Айдоан. Они получили мировую известность в 2022 году после выхода на экраны летнего сериала «Услышь меня». «Тропики» — это адаптация популярного израильского сериала «Exceptional», который был удостоен награды Каннского фестиваля во Франции за сценарий, повышающий осведомленность. Съемки проходят в небольшом курортном городе Фоча на берегу Эгейского моря. Первые кадры проекта обещали типичный легкий летний сериал с прекрасными живописными пейзажами. Однако проект оказался не совсем летней типичной драмой. Проект затрагивает непростую тему жизни детей с особенностями развития. Создатели проекта раскрывают не только основные проблемы детей, но и их близких. По сюжету у главной героини, живущей в Стамбуле, есть младшая сестра с аутизмом. Девочка не переносит громкие звуки и не выносит, когда к ней прикасаются. Врач советует семье поехать в клуб для особенных детей, расположенном в городе Фоча, так как контакт с водой пойдет на пользу ребенку. Семья принимает решение переехать. Кто из вас уже начал смотреть картину, поделитесь мнением в комментариях. 12 июня на экраны телеканала Шоу ТВ вышел остросюжетный летний проект под названием «Maviye Sürgün» – «Изгнание в синеву». Нетривиальный сюжет и прекрасные талантливые актеры, такие как Джанер Джиндорук и Дамла Сönmez, доставят вам удовольствие от просмотра. Сериал был снят компанией O3 Media по заказу для американского телеканала Телемунда и Интермедиа. Было отснято 26 эпизодов, так что за рейтинги данного проекта можно не волноваться. О чем же данная картина? Али с детьми переезжает к своему тестю в небольшой приморский городок из-за смертельной болезни жены. Смерть жены погружает всех членов семьи в траур. Однажды в открытом море Али спасает от гибели женщину по имени Дефне, которая является мошенницей. Однако кроме имени она ничего не помнит, или все же помнит, но притворяется. Что стоит также отметить, так это эстетику сериала. События происходят в очень красивом поселке Селемия, недалеко от Мармариса. Кому нравятся красивые природные локации, деревня, где снимают проект, которая сохранила традиционную архитектуру и первозданную красоту природы с морскими бухтами, то очень советую к просмотру, друзья. Телеканал Fox TV представил к вниманию зрителей сразу 4 летника. Первый из них – это сериал под названием «Кысмет. Судьба». Романтическая комедия, в центре сюжета – история невозможной любви адвоката Дуана и его подруги детства Мелике. Эти двое просто созданы друг для друга, но что-то постоянно им мешает быть вместе. Мелике внезапно врывается на мотоцикле на свадьбу Дуана и похищает жениха прямо со свадебного стола. Главные роли играют известные актеры Юзгею Заджар и Джем Гелиноулу.
Следующий проект под названием Touchless Princess – «Принцесса без короны». Драматическая история о девочке, которая проходит сложный путь и пытается выжить одна в этом мире, имея поддержку только от своего учителя. Турецкая драма, которая неплохо стартовала в январе, но впоследствии ситуация ухудшилась из-за низких рейтингов. Из-за хороших продаж за рубеж телеканал Fox TV принял решение снять проект с эфира на 10-м эпизоде и продолжить вещание этим летом. Однако это не спасло сериал. Картина продолжилась в начале июня и завершилась на 3-й серии 2-го сезона. В главных ролях Исмаил Хаджиолу, Сюмейе Айдоан и Элиф Куртаран. Следующий проект – романтическая комедия «Яз шаркысы» – «Летняя песня». Премьера состоялась 9 июля. В центре внимания два хороших друга Мурат и Кенан. Вместе они прошли через многое, а теперь успешно руководят звукозаписывающей компанией. Жизнь друзей меняется, когда в офисе появляется новенькая красивая девушка по имени Гюль. Главные роли в сериале исполняют Мустафа Мерткоч, Эфикан Джан и Нильсу Акташ. Ну и четвертый, немного запоздалый летник телеканала Fox TV – детективная комедия под названием «Рухун дуймас» – «Душа не услышит». Долгожданная и многообещающая премьера выйдет на экраны турецкого телевидения 24 июля. Главных персонажей сыграют прекрасные и талантливые актеры Шукру Özildiz и Бурджу Özberk. Сюжет сериала обещает быть динамичным. Дживан Корал и его команда являются частью преступной организации по контрабанде золота. Агент разведки Онур Карасу под прикрытием проникает в их ряды, чтобы раскрыть их преступные махинации. Разворачивается опасная игра, где на кону стоят не только жизни, но и справедливость. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях, если вы также с нетерпением ожидаете данной премьеры, как и я, друзья. Следующие проекты телеканала ТРТ. У него сразу 3 летника в этом году. «Кенди Дюшен Аламас» – «Кто сам падает, тот не плачет». В основу сериала взята книга Айшегюль Чичекоулу с одноименным названием. История о мятежной Ализе, которая, узнав, что ее отец снова женится, сходит с ума и решает инсценировать фиктивный брак с парнем, которого ее отец никогда бы не одобрил. Главные роли исполняют актеры Хакан Илмаз, Селен Сойдер, Илюль Тумбар и Инес Кочак. Легкий летний сериал вошел в тренд и получил восторженные отзывы уже с первой серии. Уже после трансляции 2-го эпизода он попал в список популярных видео на YouTube. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Если вы уже ознакомились с данным проектом, обязательно переходите к обсуждениям в комментариях. Следующий легкий летний комедийный сериал про жизнь одной семьи под названием «Беним Гюзель Айлем» – «Моя прекрасная семья». Семья, в которой поженились 3 из 4 детей, готовится к свадьбе своего последнего ребенка. В то же время они испытывают печаль из-за того, что дети вылетели из гнезда. Однако, пока идут приготовления к свадьбе, появляются другие сестры и братья с чемоданами. Когда все 3 оставляют своих супругов и возвращаются в отчий дом, младшая дочь отказывается выходить замуж. Таким образом, семья с 4 детьми начинает новое приключение в особняке. Главные роли играют такие популярные известные актеры, как Эрдал Яджилар и Сирай Гюзлер. Следующий проект – мелодрама «Хаятымын нешеси» – «Радость моей жизни». Главные роли играют Шибнем Бузоклу, Толга Текин, Нишан Дюкменджи и другие. Проект рассказывает о решительной женщине, набравшейся смелости в зрелом возрасте продолжить учебу в медицинском колледже, из которого она ушла, когда в молодости создавала семью. В ее жизни были успехи, радости, веселье и неудачи. Создатели сериала считают, что человек может изменить свою судьбу в любом возрасте. Если у телеканала ТРТ, как правило, большинство летников комедийные, то у телеканала АТВ все с точностью да наоборот. В этом году телеканал АТВ предлагает зрителям 2 летника. Первый из них – «Üvey Anne» – «Мачеха». В июне на канале стартовал новый проект, который совершенно не поддерживается концепцией летних романтических комедий. Слишком много драмы, переживаний, слез. Любителям типичных романтических летних комедий вам точно не сюда. Но с другой стороны, в проекте много красивых, талантливых актеров, шикарных костюмов и страстей, а также невероятно красивая природа Бодрума, изумрудные холмы, покрытые зеленью, необыкновенно красивое голубое небо, яркие краски. В главных ролях Ахмед Кутси Карадур
Doğan, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Doğan и другие. Ну и второй драматический летний сериал телеканала АТВ под названием «Vermem seni ellere» «Я тебя никому не отдам» является турецкой адаптацией филиппинского романтического сериала 2014 года под названием «Forevermore». Главные роли сыграют Бусе Мираль и Эмре Бей. Кстати говоря, актеры играли уже в совместном проекте под названием «Не отпускай мою руку». Картина расскажет нам о богатом парне, который убегает со своей свадьбы. Невеста и родственники в полном шоке. А дальше получается так, что он серьезно подставляет простую деревенскую девушку. Ну и, конечно же, нам всем понятно, что между ними вспыхнет любовь. Сериал снят в живописном городе Орду. Из минусов, по моему мнению, сериал немного затянут. Из плюсов это завораживающие горные пейзажи. Если вам это нравится, то советую к просмотру. Итак, друзья, мы с вами сегодня рассмотрели абсолютно все летние сериалы турецкого телевидения. Скоро мы с вами узнаем, какие проекты станут успешными, а какие в скором времени попрощаются со зрителями. Чтобы не пропускать новые интересные выпуски и быть в курсе новостей турецких сериалов, подписывайтесь на канал, а также ставьте лайк для того, чтобы продвигать мои видео. Огромное спасибо за внимание, друзья! Берегите себя и до новых встреч!